Всем привет! Сегодня я хотела бы ответить на вопрос, который звучал так. Всегда ли, если колено не сгибается, это означает, что у вас контрактура колена? Чтобы быть предельно ясной, я перед снятием этого ролика посмотрела определение контрактуры на английском, французском и на русском языках на Википедии. И получается, вот что я выяснила. В русском языке, то есть когда они описывают понятие контрактуры на русском языке в Википедии, это получается понятие очень широкое. То есть сюда включается не сгибание, сюда включается, получается, контрактура определяется как ограничение амплитуды движения в коленном суставе. При этом причины могут быть разные. Сюда же включается боль, отекание колена, зажатие мышц, зажатие на уровне капсулы и тому подобное. В определении на английском и на французском языке, и также в том числе, то есть как это преподается в западной медицине, то есть как я это выучила, для меня контрактура – это ограничение движения в суставе, то есть ограничение амплитуды движения в суставе, связанное с дегенерацией на уровне мягких тканей. То есть, иными словами говоря, контрактура колена – это не сгибание колена по причине того, что на уровне мышц, связок либо капсулы произошло затвердение, иными словами, изменение структуры. Поэтому на своем канале, когда я вам рассказываю о понятии контрактура колена, и когда я вам даю, то есть все рекомендации, для меня контрактура колена – это ограничение движения колена именно по причине нарушения структуры в мягких тканей. Да, то есть, грубо говоря, смотрите, когда у вас, то есть для меня то, что у вас не сгибается колено, не означает автоматически, что у вас контрактура. Причин несгибания колена может быть несколько. Это может быть боль, это может быть отек и, собственно, сама по себе контрактура коленного сустава. Так как если у вас колено не сгибается по причине того, что у вас либо больно, сгибать колено, либо колено отекшее, то если мы уберем вот эти причины, то есть то, что вам больно, мы снизим боль, и мы сможем согнуть коленный сустав, допустим. Я говорю на примере коленного сустава. Если у вас отекшее колено, и если мы убираем причину, если мы убираем отек, то, допустим, колено сгибается дальше. Для меня это тоже не контрактура. Но если у вас контрактура, то есть такое зажатие, для меня контрактура – это такое зажатие. Это когда вы пытаетесь согнуть колено, а оно сгибается с очень сильным трудом. Это как взять такой резиновый жгут, начать сгибать колено, и то есть вот оно сгибается, но такое ощущение резины, упругой резины. Да, то же самое в разгибании. Также для меня контрактура – это когда, то есть вот такое ощущение такой зажатости, то есть мышцы сжаты, капсула сжата, делаем мы, допустим, сеанс физиотерапии, делаем манипуляции, колено возвращается, допустим, прилично, допустим, удается согнуть больше, либо удается разогнуть больше, но проходит несколько дней, и колено возвращается практически в исходное состояние. То есть опять наблюдается нехватка сгибания, либо нехватка разгибания. Это для меня тоже контрактура. Поэтому ответ на этот вопрос, то есть всегда ли несгибание колена означает контрактуру колена, нет. Для меня это нет, так как для меня есть, соответственно, другие причины несгибания колена, такие как боль и отек, на которые мы можем воздействовать, тем самым удалив их, либо снизив, и тем самым увеличив легко, довольно, за несколько дней, увеличив амплитуду движения сустава. Но для меня контрактура – это когда… Джессик пришел. Это когда наблюдается зажатие, реальное зажатие коленного сустава,
как я вам уже говорила, оно может наблюдаться на уровне капсулы, на уровне сухожилий, на уровне связок. То есть это такая дегенерация мягких тканей. Здесь также нужно учитывать, что отек, изначально отек, он не приводит к контрактуре, он приводит ко временному снижению амплитуды движения, да, если речь идет о нескольких неделях, да, отека, но учитывайте то, что если вы никак не боретесь с отеком, если он остается, то это уже приведет к изменению структуры сустава, так как при отеке у нас образуется, то есть, соответственно, больше вот этих твердых отложений, так называемых фиброколлаген у нас называются, это коллагеновые такие эти волокна, твердые волокна, которые уже приведут, соответственно, к контрактуре колена. То есть изначально был просто отек, контрактуры не было. Если мы ничего не делали, то, скорее всего, появится контрактура. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Очень надеюсь, что я вас еще больше не запутала. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!